Всем привет! Меня зовут Дмитрий Власенко, и сегодня я вам расскажу об оркестре русских народных инструментов. Ну, с чего бы начать? Оркестр русских народных инструментов– это коллектив музыкантов-исполнителей на таких инструментах, как балалайка, домбра, баяны, духовые инструменты и ударные инструменты. И хотя история таких инструментов, как балалайка и домбра, насчитывает несколько веков, появился оркестр относительно недавно, в конце XIX века, благодаря одному энтузиасту, которого звали Василий Андреев. Именно он смог на основе старинных балалаек сделать концертный инструмент, потому что народные балалайки были сделаны из подручных средств, все имели разнообразный строй. Так вот, Василий Андреев привел их всех к одному строю классическому, привлек профессиональных мастеров, скрипичных мастеров, которые по всем правилам сделали хорошие музыкальные инструменты. Ну, как часто бывает, его идеи встретили скептическое отношение у нас в стране, над ним попросту смеялись, поскольку из крестьянских инструментов он вдруг решил создать классический коллектив. Но после того, как Василий Андреев своим оркестром съездил во Францию, в Париж на Всемирную выставку, где был оглушительный успех, его тут же признали в России, и с тех пор его дело уже пользовалось большим успехом. Как я уже сказал, сначала Василий Андреев ввел в оркестр балалайки, потом на основе старинного русского инструмента домбра он сделал также концертный инструмент. И так постепенно оркестр разрастался. Впоследствии добавились гусли. В советское время был вообще большой всплеск интереса к народным инструментам, оркестры развивались, появлялись все больше и больше. В 30-е годы добавилась группа баянов. Духовые инструменты, как народные, так и инструменты симфонических оркестров, такие как флейта, гобой. И получился такой состав, который мы имеем сейчас. В него входят, как вы можете видеть на схеме, группа домр, группа балалаек, группа баянов, группа духовых инструментов и группа ударных. Возникает вопрос, отличается ли чем-нибудь народный оркестр от симфонического? Естественно, отличается, потому что в симфоническом оркестре используются смычковые инструменты, его основа это скрипки, виолончели, а в русском народном используются щипковые инструменты, его основу составляют домбры и балалайки. Вот, собственно, самое главное отличие в тембрах. Потому что тембры – это как у художников краски. Смешивая тембры, получается музыкальная палитра. Ни с чем не повторимая, ни с чем не сравнимая. Сейчас существует множество оркестров, практически в каждом крупном городе существует оркестр русских народных инструментов. Но еще больше распространения получили ансамбли русских инструментов. И хотя казалось бы, что инструментов меньше возможностей, но это совсем не так. Есть свои хитрости, но об этом я вам расскажу в следующий раз. Смотрите наш канал, слушайте хорошую музыку. До новых встреч!